Всем привет! Сегодня решил поделиться с вами рецептом крутых хачапури. Сегодня приготовим с вами великолепный хачапури по-аджарски и по-мигрельски в духовке, а также хачапури на сковородке без дрожжей. Не забывайте подписываться на мой канал, оставлять ваши лайки и комментарии. Поехали! Для хачапури по-аджарски и по-мигрельски нам понадобится 300 грамм просеянной муки, 1,5 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 35 мл растительного масла, 75 теплой воды, 75 молока, 11 грамм дрожжей, 450 грамм сыра, у меня сулугуни и моцарелла, 75 грамм сливочного масла и чуть не забыл 2 яйца. Тесто готовим без опары. Замешиваем в первую очередь все сухие ингредиенты: муку, сахар, соль и дрожжи. Соединяем молоко с теплой водой, даже можно сказать горячей, чтобы в итоге температура жидкости была не выше 40 градусов, иначе дрожжи погибнут. Добавляем 1 яйцо и растительное масло. Тщательно вымешиваем тесто руками. Чем больше будем работать с тестом, тем воздушнее оно получится в итоге. Оставляем его в теплом месте, чтобы увеличилось в объеме примерно в 2 раза. А если не хочется долго ждать, вот крутой лайфхак. Просто поставьте ваше тесто на водяную баню. Я пока подготовлю сыр. Натру его весь на терке и отложу 150 грамм, чтобы посыпать хачапури сверху. Мне сыр показался недостаточно соленым, поэтому добавлю 1 чайную ложку соли и приправлю черным перцем. Помните, что нам понадобится второе яйцо, да? Так вот, добавим в сыр белок, чтобы он не отсекался, а желток не выкидывайте. Когда тесто поднялось, обминаем его и делим на 2 части. Делаем хачапури по-мигрельски. Раскатываем тесто. Кладем половину сыра. Говорят, что идеальное соотношение теста и сыра это 1 к 1. У нас так и получается. Собираем тесто со всех сторон и закручиваем хвостик. Почти как на хинкали. Переворачиваем и раскатываем, придавая форму. Первое готово, оставляем его подняться. Если отправить его в духовку в таком виде, то получится хачапури по-имеретински. А если посыпать сверху сыр, то это уже по-мигрельски. Следующее по-аджарски. Опять раскатываем тесто, кладем сыр и формируем лодочку. Я люблю сыр заворачивать в бортики, так интереснее. Посыпаем еще сыром сверху и оставляем подняться. Закидываем в духовку по очереди сперва на 220 градусов на 5 минут, а затем снижаем температуру до 180 на 8 минут. И чуть не забыл, за 2 минуты до готовности в хачапури по-аджарски кладем желток. Помните, он остался? Не поленитесь и добавьте потом в начинку кусочки масла. Когда ее перемешать, будет очень вкусно. Для 2 бездрожжевых хачапури на сковородке нам понадобится 300 грамм муки, чайная ложка сахара, чайная ложка соли, чайная ложка соды, 200 мл кефира, 50 грамм сливочного масла и 350 грамм сыра. У меня снова сулугуни и моцарелла. Начинаем снова с сухих ингредиентов. Мука, соль, сахар, сода и вливаем кефир. Он должен быть хотя бы комнатной температуры. Все тщательно перемешиваем и оставляем отдохнуть минут на 20. А пока ждем теста, подготавливаем сыр так же, как и для предыдущих хачапури. Опять делим тесто на 2 части, раскатываем, кладем в середину половину сыра и заворачиваем. Процедура точно такая же, как мы уже делали. Все, осталось выложить на сухую разогретую сковородку и обжарить с 2 сторон на среднем огне.
Готовый хачапури смазываем сливочным маслом. Вы посмотрите, какая красотища получилась. Можно звать гостей. Сегодня приготовили обалденные хачапури. Это очень вкусно. Всем советую.